Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Этот ролик возник сам собой. Зритель задал вопрос в комментариях, по какой причине могло поломать у него стартер. Внутреннюю часть размолотило, все металлические части. Я-то тоже не моторист, но здесь напрашивается только одно, ну либо два варианта. Но они связаны друг с другом. Эти варианты какие? Либо сильные обратные удары в момент пуска, когда у тебя из рук вырывает стартер, ручку стартера. Либо человек, как и я изначально в свое время, неправильно заводил мотоблок. И вследствие этого опять же происходили обратные удары. После регулировки клапанов всем советую, мотоблок стал лучше работать, мягче. И как бы я бы сказал даже, что мощность у него как-то чуть-чуть добавилась. Я уже пашу и вообще сельскохозяйственные работы свои произвожу не на полном газу, потому что нет в нем надобности. По поводу стартера. Я вот в некоторых роликах там говорил об этом, но в данном случае, как заводить правильно мотоблок? Мой взгляд на данную процедуру. Само собой, открываем топливный краник, заслонка воздушная остается закрытой. Ну, естественно, здесь все включено. Что производим дальше? А дальше мы тянем стартер до момента, пока мы не упремся в сильное сопротивление. То есть сейчас он просто чуть-чуть сопротивляется. Вот сейчас у меня он уперся. То есть я могу, конечно, слабенько протянуть его, но, в общем, вот он сопротивляется, аж мотоблок уже поворачивает. Вот мы ловим, именно доходим до этого момента. Упираемся в него и делаем рывок. После настройки клапанов я иногда все равно ловил обратный удар. Почему? Потому что я не ставил на упор именно, а чуть-чуть подтягивал. И с момента, я просто сейчас не хочу этого делать, с момента вот чуть-чуть вытянул его, там чуть-чуть сопротивление легкое появилось, и я с этого момента рвал. И так вот несколько раз. И получается, что на легком моменте, когда мотоблок, ручка стартера легко прокручивается, достаточно легко, иногда заводилось, а иногда происходил после настройки клапанов, опять же, редко, но был обратный удар. Ручку я вытягивал в какой-то момент почти запредельный, то есть, почти на всю длину. Происходил обратный удар, и у меня вырывало ручку из рук. После того, как я обратил на все эти моменты внимание и начал заводить именно ставя, то есть чуть-чуть можно даже несколько раз там протянуть, и вот он аж мотоблок поворачивается. С тех пор, как я стал заводить, дождавшись максимального сопротивления и производя после этого рывок, ни одного за все время, за последние, с момента, получается, регулировки клапанов, еще 2 недели я там, за 2 недели был у меня все равно обратный удар один. Первый раз не сильно корректно я отрегулировал, но после того, когда я начал ставить ручку на упор, ни одного обратного удара не было. И мотоблок заводится у меня из 100 заводок условных, 95-97%, 97 раз я завожу с первого раза. Не надо мне там масла дергать или еще что-то. В основном на холодную я завожу с одного толчка, просто поставив стартер на упор, дождавшись максимального сопротивления, и после этого рывок. Все. Потому если, опять же, стартер, я также могу предположить, что рано или поздно мой развалится стартер, по той причине, что в начале, сколько там, полгода, 10 месяцев я заводил неправильно, именно просто срывая, так вот дергая, и получая иногда обратный удар, а обратный удар вырывает из рук эту ручку, либо бьет по этим металлическим там зацепам этим, которые развалились у зрителя. Возможно, и у меня когда-то развалится из-за неправильного пуска. Но сейчас вот так вот. Так что я, конечно же, предположу, что большинство зрителей прекрасно знают, что именно так и надо заводить. И даже в инструкции, скорее всего, указано об этом. Но про инструкцию я уже много раз говорил. Сел да поехал. Какая инструкция? Вот. Поэтому по мотоблоку все. Этот выпуск выйдет раньше, чем ремонт мотоблока. На будущее, скажу, отремонтировал. Ремонт будет там у меня. Он небольшенький там. Там все просто. Вот. А по поводу заводки я сказал. Правильно заводите мотоблок. И тогда будет вам счастье. Не будет его ломать, не будет его стартер загибать. Там, какие-то проблемы не будут происходить с ним. И вы
исключите почти полностью, скорее всего, даже, я думаю, даже при ненастроенных клапанах вряд ли вы будете ловить обратный удар именно при таком способе. Так что последний раз я его демонстрирую. Вот он сейчас крутится свободно, можно его свободно и протягивать. И вот дошел вот до момента, когда уже мотоблок начинает. Я его могу прокрутить, но нет смысла. Так что вот с первого раза заводится, неважно, что на улице было холодно, сейчас температура улицы где-то градусов 10, мотоблок заводится с первого тычка при правильном старте. Мой счетчик моточасов показывает 34 часа, я все собирался масло менять, ну в итоге тут дети накатали у меня, масло уже давно пора менять. Все я так вот тянул, дотянул. Часов 6 было и до этого, до счетчика моточасов, сейчас у меня уже там на масле часов 40 наезженных. Именно этим счетчиком моточасов, который, как мне сказали, не моточасы считает, а считает рабочее время. С момента появления искры на свече он включается, и пошло время как бы его работы. Ну, я не знаю, насколько это время совпадает, плюс-минус 40 часов я на нем уже наработал, на старом масле. Ну, а вторая часть ролика будет посвящена в данном случае братьям нашим меньшим, а точнее их комфорту. Комфорт заключается в подставке для еды. Металлические из нержавейки у меня тарелки, попозже их покажу. И вот я изготовил для своего Одина эту подставку. Эта подставка оказалась первая и немножко большеватая, скажем так, на вырост. Вот, и хочу я немножко ее переделать, не ее, а точнее сделать новую. Это у меня останется на даче, будет стоять. Ну а для квартиры сделаю новую. Размеры у меня здесь 44 сантиметра. Я бы уменьшил по итогу на 5 сантиметров. То есть это 39 сантиметров по высоте сделать ее. И достаточно габаритная получилась вещь. По длине доски здесь 86 сантиметров. Но в квартире оказалось длинновато. 86 сантиметров – это много. Хочу сократить следующую поделку, сократить сантиметров на 10 минимум. Не 86 делать, а 75, допустим. Ну, 75 это тут, наверное, будет предельно уже. При размере отверстий 22 и 20, ну, под воду 20, под эту 22. Тарелки 24 и 22 по кромке. Ширина 31 сантиметр. Ну, 3 сантиметра можно убрать по ширине, если есть необходимость. Вот, это уже готовое. Это у меня будет на даче. На даче размеры тут на улице поставил, тут в площади, а в квартире все же маловато места. Работа несложная, занимает не так много времени. Подставки эти довольно дорогие, и подойти к их покупке, подогнав под размер для собаки, как бы вот мне не нравится. Они какие-то все низенькие, все из ДСП сделаны. Ну, и правда, есть вроде из массива и из фанеры. Ну, как бы на все нужно деньги. В данном случае у меня все используется из, как это можно сказать, вторсырья. Все мои работы, вся доска – это опалубка. Каждый брусок, каждая дощечка – это все опалубка. Вся опалубка, когда я заливал фундамент в доме, у меня сохранилась. Я все делал в пленке, потому все досочки живые. Вот они здесь у меня в стеллажах лежат. Уже сколько лет прошло. 4 года прошло, и постепенно у меня все используется повторно. Набор инструментов тоже такой немаленький. Обзоры у меня на канале есть. Потребуется рубанок. Ну, насколько он нужен. Он, в принципе, нужен, но можно без него обойтись. Обязательно потребуется дисковая пила. Ну, желательно стол иметь. У меня такой стол импровизированный. Вообще, в идеале, конечно, я мечтаю о помещении, о слесарке, о столярке, чтобы все это делать. Ну, чего нет, того нет. На своем участке я все с нуля делаю. Вот. Потребуется, вот если нету рубанка, то ленточная шлифмашинка. Прекрасная штука. Я вот эти шлифмашинки долго смотрел. Все там Makita. Все бренд смотрел. Makita там страшные какие-то деньги стоило. И по итогу я в Ому заехал и купил ленточная шлифмашина Watt. Watt VBS 1100. И уже она мне пашет 3-й год, 2-й или 3-й. Всего один раз отключилась, что-то перестало работать. Я думаю, что с ней делать? Вести назад, что ли? Потом смотрю, тут на двигателе удобная замена щеток. И в комплекте также щетки есть. Выкрутил щетку, смотрю, там просто пыль древесная набилась, продул.
на место поставила, и дальше она продолжает работать. Шикарная вещь и очень дешевая на тот момент. На момент покупки она стоила 150 рублей, я за нее платил на тот момент. Это получается 4-5 тысяч. 5 тысяч России по старому курсу. Получается где-то 70 долларов, грубо. Лобзик. Потребуется электролобзик, но в самом конце уже. Ну и материал, соответственно. Конечно, материал. Ну, молоток, уголок, понятно, то же самое. «36 сантиметров по 2 опоры. Теперь надо их просто сбить перемычками. Но до этого надо обработать. Если нет рубанка, можно сразу ленточной шлифмашинкой обработать. Ну, в данном случае у меня есть рубанок, потому обработаю рубанком. Ну, второй раз все быстрее, конечно, чем первый раз получается. Для чего я вообще это делаю? Для чего я делаю эту подставку для еды? Как сказал мой товарищ, собаки родом от волков, и волкам в лесу никто на стол ничего не ложит. Все правильно, но... Стол разваливается. Но все же у нас не волки, а собаки домашние. А отсюда налагает множество моментов. Мало того, что хочется, чтобы твой питомец с комфортом кушал, так еще и простейшее взять. Тарелку ногой заденешь, там развернет, либо он там ляжет, развернет. Мой ляжет рядом, брык, там все, тарелка с водой перевернулась, все разлилось, там ходишь, ругаешься, вытираешь. А если уставший, нахер это вообще надо? А так все эти позиции стоят, вода, еда, она там монолит, не шевелится. И никаких проблем, нет момента случайного переворота. У меня стол разваливается на ходу, уже скоро работать не на чем будет. Теперь нам понадобится что? Сколотить их между собой. Мне тут в комментариях пишут: и дом у тебя большой, и будешь строить его до пенсии, и не поживешь в нем. Брус какой-то херовый. Все возможно, я спорить не буду. Я уже не первый год живу на белом свете. И как там судьба распорядится, понятия не имею. Ну, не судьба, а как здоровье. Я в судьбу не верю. На предмет того, что сколько кому отмерено. Не, мы же можем ускоряться. Как певец этот из Ленинграда, да. Я лично бухаю, но могу ускориться. Так и есть. Ведь каждый может ускориться. И говорить о том, что отмерено кому-то столько-то, с кому-то больше, кому-то меньше. Не. Здоровье у нас. Мы сами кузнецы своего здоровья.
Так вот, потихонечку, без понтов и выпендрежа, делаем стол. Делаем стол собаки. Несколько раз тут отвлекался, вот я не помню, закончил я тему по поводу того, что не успею пожить. И зачем тебе эта картошка, сколько бы ты купила? Я же говорю, народ, ну, да оно ж интересно. Все это интересно. Когда ты сам что-то создаешь и не покупаешь, ты получаешь от этого душевное спокойствие, удовлетворение, счастье. Что ты не просто жизнь прожигаешь, а делаешь. Ну, у каждого свой путь у нас, правильно? Как у того Володя, у него путь в никуда, в бездну. У кого-то путь там сидеть диванным экспертом, осуждать всех, говорить о том, что то не то, это не то, и зачем тебе это надо. Удастся ли пожить в этом доме? Да какая разница? Может, дети поживут, может, продадут его, дом этот. Но кто-то другой зато поживет. Не надо думать только о себе. Подумайте о том, кто будет там жить. Бог с ними, с проживаниями. Так, дальше. В общем-то, у нас почти все. Осталось ничего. Почти не надо. Нижние перемычки надо сделать, да? Все, два брата-близнеца готовы. Один останется на даче, второй уедет в город. Как видите. Вообще напоминает вот эти, когда детей садят в детстве. Я не знаю, там, ну, горшок. То есть здесь горшок поставил, здесь сверху сел. Это очень напоминает. Ну, когда вот тарелки ставишь, красивее смотрится. Без тарелок так это странно. Опалю я сейчас просто их пламенем, чтобы был рисунок. Ну и пропитаю пропиткой. Лаком я, наверное, покрывать не буду. В этом особого смысла нет. В воде им не тонуть. Но пока сделаю так вот. Так, первая готова, вторая попозже. Уже руки замерзли. При горении газа выделяется энергия
И газ очень сильно охлаждает банку. Вот так вот красивее. Все это более понятно становится, уже на горшок не похоже. Люблю обжигать, потому что древесина со временем... Елочка, по-моему, синеет. Или сосна. Ну, короче, неважно. Стройматериал темнеет, потому что хвойная. И при использовании пропитках, если древесина имеет дефекты, пропитка сразу проявляет. Обжиг же дает необходимый... Скрывает дефекты, и древесина становится красивая, рисунок прорисовывается. В общем, значительно все смотрится интереснее. Ну, а дальше уже можно использовать пропитку, потому что она не должна выйти наружу. Так, ну и заодно пропитаю. Есть, наверное, конечно, есть вероятность того, что надо было сначала пропитать, потом обжигать. Вот я, честно сказать, не сильно знаю. Вроде бы да, вроде бы надо было сначала пропитать, потом обжечь. Будем работать как есть. Вот такая вещица получилась после обработки еще пропиткой. Она добавила цвета. Цвет стал более такой благородный, более древесный. Так что не могу сказать, как лучше обжигать до пропитки, либо после пропитки. Я думаю, и так пойдет. Я просто не знаю, может быть, чтобы не сгорела пропитка после того, как ее начинаешь огнем обрабатывать. Потому я исходил с этой стороны. Вложений мало, пропитка только стоила денег. Весь материал, вся древесина, это опалубка старая. Время на изготовление первой кормушки ушло часа 4, наверное, с половиной, под 5. Здесь сюда ушло 3 часа. Проще ли купить это? Возможно, но я не знаю, в таком виде я не видел в продаже. Да и цены какие-то там тоже также не очень. Там из ДСП делают, из фанеры. Но то, что я хотел сделать... То, что я хотел сделать своему пёселю, то я и сделал. И именно в том виде, в виде 2 экземпляров, первый был повыше, чем нужно. Я думаю, этот будет более удобный. Ну, так вот, в общем, все. Стремитесь, делайте, развивайтесь. На жопе не сидите. На этом все.